Даунтаун Чикаго. Вот какие здесь каменные джунгли. Вот здесь вот такие джунгли каменные. Вот это все даунтаун Чикаго. Такие вот тут фигняции. И вот в джунглях звери такие иногда встречаются. О. Опять даунтаун Чикаго. И вот тут такое Ригли Билдинг, как сказали, то, которое делает жевательную резинку. Вот это вот билдинг, ему 100 лет исполнилось. Вот это Ригли. Редкий случай, мы едем на метре. Чикаго. Чикаго на метре едем. Это subway, the elevated train. А метро — это электричка, которая пригородная. Вот мы едем по Браун-Лайн. У нас Браун-Лайн, по всего Чикаго. Вон ее сколько там. Офигеть, сколько линий. Вау. Метро не маленькое, кстати. Вот мы едем красиво. Интересно. Largest hotel here in the city of Chicago, completed by Epstein and Sons back in the 1970s, home to about 2,019 rooms. Beginning to look behind it, you're finding the tall white skyscraper with the black vertical lines. That is the Aon Center, fourth tallest building here in the city of Chicago. Completed back in 1974 by architect Edward Norell Stone. The building was originally clad in Italian white Carrara marble. Same marble Michelangelo used on his David. He clamped the building about a half an inch thick, which was forever out to the Gulf of Mexico. Chicago, we were happy about this. St. Louis was not. You see, they get their source of drinking water from the Mississippi. Chicago, are you crazy? Sitting us for gross, disgusting drinking water? The folks in St. Louis, they sued us. They also lost that lawsuit. How? It was held right here in Good Home, Chicago. We had home court advantage. But I've got to give it to the folks in St. Louis because they were pretty smart about it. You know what they did? They began bottling up those same deadly waters and they started selling it back to us. We still drink it to this day. It's called Budweiser. We did get sued by other neighboring states on a serious note. Michigan, Indiana, Wisconsin, even Canada sued us, fearing that we'd be draining one of the 5 Great Lakes here, Lake Michigan. And they were right. It would take about 400 years for us to drain the lake. Вот это начало того замечательного дня в Чикаго, когда мы готовились поехать на пароходе. Вот стоит Аня, Женя и Майя в предвкушении поездки на пароходе по реке. Вот это здание называется Ригли Билдинг. Оно необычное, соединено проходом. Тут их 2, в общем-то, здания, наверное, которые соединены между собой. Вот здесь тоже это хорошо видно. Это то самое, кстати, здание той компании, которая знаменитые делают жевательную резинку до сих пор. Кстати, Ригли, Спелмингам и прочее. Вот вид на даунтаун с мостика. Здесь вот видно, что что-то еще в даунтауне строится или ремонтируется. Вон стоит кран, который здесь вид тоже чуть-чуть с другого ракурса на тот же даунтаун. Вот это Трамп Тауэр с круглыми стеклами. Очень необычное здание и очень интересное, на мой взгляд. Вот здесь видно его по высоте. Это Трамп Тауэр. Вот это мостик, под которым мы плыли на пароходе. Вот наш гид-энтертейнер, он 1,5 часа не закрывал рот, рассказывал всякие майсы про Чикаго и даже устроил игру, тривия, там на вопросы отвечали. Я не участвовал. Вот вид с парохода на даунтаун очень такой привлекательный. Вот это опять Ригли Билдинг.
Вот это старая водонапорная башня. Она действительно старая, ей много лет уже. Это вот сам пароход, на котором мы плыли. Он небольшой, человек 200 там было. Ну, было меньше 100, я думаю, но он рассчитан на 200. Это вот вид с реки. Опять Трамп Тауэр. И вот вся компания Аня, Майя и Рома сидят, наслаждаются поездкой. Тут я присоединился к наслаждению. Нас уже 4. Так, это мы с Аней на пароходе на палубе на фоне Чикаго. Вот здесь очень, мне кажется, одна из таких самых приятных фоток в этом плане. Тоже мы стоим на пароходе, это уже он вышел. Вот это вид с реки на Трамп Тауэр, немножко дальше. Вот здание тоже интересное. Здесь такое впечатление, что просто тарелки поставили одна на другую, как будто. Это вид с озера Мичиган на даунтаун. Весьма интересный, я считаю. Это опера билдинг. Тоже мы проплывали, это снято с воды. Вот Майя с Ромой сидят, позируют в наслаждении. И вот это опять вид на даунтаун с воды. Вот один из мостов. Их много, они похожие, поэтому тут кажется, что и фото похоже. Вот это интересное фото. Здесь в этом здании отражаются другие здания, как бы. А вот это уже сам город, вот фигура Пикассо там стоит. Вот видно Трамп Тауэр опять с реки. Тут все не совсем в четком порядке. Вот открывается шлюз. Мы сейчас будем выходить в Лейк Мичиган с реки. Вот открывается шлюз и наполняется он водой. Он водой наполняется. Сейчас я остановлю, попробую это дело приблизить. Вот. Вот открывается шлюз. Озеро Лейк Мичиган, оно выше уровень, поэтому прежде чем он откроется полностью, это должно заполниться. Мы как через Панамский канал проходим тут. Почти. Можно и так сказать. Вот. Вот. Открывается шлюз. Шлюз открывается. Уровень воды сравнялся, и мы сейчас туда выйдем. Да, твой комментарий, но меня будет слышно. Как раз. Сейчас будем выходить. Сейчас будем. Из Чикагской реки. Из реки Чикаго уровень воды сравнялся, и мы теперь выплываем в огромное озеро. Сейчас и Майе будет слышно. Да, я тоже себе записала. All right, ladies and gentlemen, how are we doing so far? Pretty good. Can you hear me pretty good there in the back? Здорово. Все, поедем сейчас, я думаю. Вот, шлюз открылся, и мы как раз поехали. Вот это вот шлюз, который был закрыт только сейчас. А сейчас вот мы поехали. Прямо выходим в озеро Мичиган. Now, Lake Michigan is one of the 5 Great Lakes to name them. You got Huron, Ontario, Michigan, Erie, and Superior. A word that helps remember this is home. One of my favorite things about being a tour guide is randomly I do like to go a little bit of trivia, so here's your first question. I mentioned that the 5 Great Lakes make up 20% of fresh water in the world. Вот мы вышли в озеро Мичиган, и это вид на даунтаун Чикаго. Это панорама вся. Вот мы плывем прямо в это озеро. Вот оно.
We trained over 16,000 naval pilots here. The average age of a naval pilot Немножко is качает about пароход, 19 может years быть, old. будет One of the youngest people that was не, trained не at очень, но, Fort по крайней мере, сейчас нормально. So Patrick, Вот это уже мы вышли в озеро, и это видно Чикаго, ну, даунтаун, в общем-то. Отсюда хорошо видна панорама. Вот морской вокзал Чикаго. Вот мы протекаем. Я сегодня узнал, что вот флаг с 4 звездами, это флаг Чикаго. Это вот морской вокзал, проходим, Чикагский. Вот вид отсюда красивый тоже вид. Вот мы вышли в озеро. Вышли в озеро. Озеро Мичиган мы вышли. Буржуазия. Поехала. You'll get the best view that Michigan has. Я снимаю уже с другого борта. Я перешел на правый борт. Вот видно хорошо, как мы плывем. Скайлайн. Вроде как развернулись и плывем в обратную сторону, похоже. Но выходим, вот это вот Лейк Мичиган. В него едем вперед, как бы. Больно красиво, невозможно оторваться. Это очередная Скайлайн с озера Мичиган.
Марина. People love taking photos of the Этот beach. билдинг, который называется Виджайна. Вот и We often host free concerts here. The building with the diamond-shaped slanted roof and the crane communication building, completed by Epstein and Sons back in the красивая 1970s. Марина. That roof is heated during the winter so snow does not accumulate along its top. You've seen that building and adventures of babysitting. You've also seen it get destroyed by the second line of the Transformers. But directly to our left, ladies and gentlemen, you're finding a pink building coming into view. And that's the Cloudline restaurant stop. It's 311 South Wacker, completed by Cole Federson. Заходим обратно в реку. Откуда мы вышли. Вот опять тот же самый Skyline, то, что называется. Вон там вдалеке этот шлюз. Я думаю, он сейчас откроется опять. И мы туда зайдем. А вот это вот Чикаго маяк типа. Вот. Вот Skyline красивый. Ну что уже, я уже ее снимал 100 раз, и все равно глаз не отвести, такая красота. Здорово. Подъехали опять, и этот шлюз, похоже, начал открываться опять. Вон вода пошла вода туда. О. Так, и что остановился? И не открывается. Опять уровень поднимает, что ли? Похоже на то, что поднимает уровень. А вода течет, вон хорошо видно. Хорошо видно. Да, вот. Вот он. Да, открывается все больше и больше. Уровень воды сравнялся, и мы сейчас туда выйдем. Да, твой комментарий у меня внизу. Ну и чем плохо? If you're visiting Chicago for the first time, I'll be the first to let you know we've got weather like this 24/7, 365. We are often known as the San Diego of the Midwest. We do not get winter here. Don't believe the lies. It's fake news. Then we have many native Chicagoans on the boat today. Many native Chicagoans. We've got a couple people with not a thing to do today. That's completely fine. You're joining us from outside the city of Chicago. Welcome. Native Chicagoan, welcome. So happy to have so many people back on the boats, wanting to learn about Chicago's rich history and architecture. One of the best cities to do it in my opinion. The horn that we heard, this is to let us know that it's time for us to leave the lot and make our way out into Lake Michigan. We've got a perfect day here in the city, ladies and gentlemen. It's not choppy at all on the lake, but I do recommend if you're going to be strolling alongside the boat, have yourself a wide base. It's like bending your knees like you're riding a surf or a skateboard. You're going to be traveling up and down the stairs. Please be sure to use the handrails. Don't want to have anyone falling back onto the boats and injuring them. Look back at the St. Regis, noticing that below through floor. You can just see how unique it looks in comparison to the rest of the building. Completely mind-bending. To our left, we'll find Navy Pier, originally known as Municipal Pier Number 2 for freight and passenger traffic. It was then used as a naval training base for World War II pilots. We trained over 16,000 naval. Now, it sat vacant for a few years and then was renovated into this beautiful attraction that we see here today. It's home to a Tony Award-winning Shakespeare Theater, a grand ballroom to our left, which is often rented out for weddings. Bring your checkbook. A botanical garden, a children's museum, and that Ferris wheel, which is climate controlled. Last year, they added a hotel into Navy Pier, which due to the pandemic, it did not get any use until this year in May. And starting in 2019, it became home to the large here in the city of Chicago. We filter about 1 billion gallons of water. This is for our population of about 2.7 million people in our 270 surrounding suburban neighborhoods, giving us a total population of about 10 million people in the Chicagoland area. There is one city projected to make Chicago over in population in the next 10 years.
Houston, Texas. If you happen to be a lady, visit the restroom. Why? You'll get the best view down Michigan Avenue. How do I know this? I Googled it. The two black buildings alongside the lake are 860 and 880 North Lakeshore Drive, completed by Mies van der Rohe. But directing your attention back to the Hancock building, look to the left of it. You'll find Amazon before Amazon. You just got everything that you wanted out of these thick catalog books. But get this, kids, you had to do something extremely terrifying. You had to get on the phone and talk to a live human being. Terrifying, I know. We're deeply indebted to Mr. Ward because he saved Chicago's front yard, which today is Grant Park. As I mentioned, he's the reason why we have over 26 miles of uninterrupted lakefront access. Looking to our left, pointing out just about how far we're able to... Вот он, потрясающий вид этого потрясающего города. Due to the Bessemer process rolling out steel and Elijah Otis's invention of the elevator, this gave birth to the world's first skyscraper, the Home Insurance Building. This is why we are known as the Second City. Not because we are second to New York, as New Yorkers like to say. It's because the first Chicago burned down in the year 1871, and this is the second Chicago that we see here today. So by the year 1891, our population, it's now skyrocketed to about 1.3 million people. And we want to put our names back on the map as a major city. So we want to lobby for a World's Fair coming up in 1893, Columbian's Exposition. So we sent our best politicians to Congress to lobby for this fair. So the St. Louis, New York, Pittsburgh, and other major cities in the United States at the time, our politicians were so relentless that we got the fair. And this angered New Yorkers, especially one specific New York reporter, Charles Dana. He would go on to write those windy windbags from the Windy City, blowing nothing but hot air. This is how we get our nickname, the Windy City. Not because of our wind velocity. We are only the building coming into view has an onion-shaped dome on its top. That's the Hotel Intercontinental, completed by architect Walter Allschlager back in 1924. When the building first opened, it was home to the Medina Mint Club. A famous Olympian used to work out or train here, Johnny Weissmuller, the first Tarzan. Beginning to look behind that onion-shaped dome, you're noticing a structure that's known as a parapet. We are going to use it to load and offload airships into the Hindenburg House. We're finding the centerpiece. This is our NBC Tower. But this green glass building is the Gleacher Center, University of Chicago's downtown campus, completed by Dirk Lohan, grandson of Mies van der Rohe. The building's home to 27 classrooms, all that we cannot see. It's because they're all behind the stone walls on the west side of the building here. When we asked architect Dirk Lohan why he built the building this way, he replied, students should not be gazing outside the windows, they should inside studying and learning. He may have been onto something. The schools produce over 90 Nobel Prize winners, second only to Harvard. If you have an Apple iPhone, feel free to take your phone down, take a photo of the Apple Store to our right. This Apple Store is conveniently located in a place where you can buy your Apple phone and drop it in the river the same day. Looking directly behind it, you're finding the Chicago Tribune building, completed back in 1924 by Raymond Hood and John Meade Howell. Part of it contact the Tribune it won. The Chicago Tribune actually left the building about 2 years ago. It's now being converted into condominiums. But after the bridge, we're going to find the second tallest building here in the city of Chicago, Trump International Hotel and Tower, completed by architect Adrian Smith back in 2009. The building stands at 1,362 feet tall, home to 472 condominiums, a 5-star restaurant, and a 5-star hotel. If anyone here has ever heard of the tallest building in the world, in his international style of architecture, he believed that there should be zero ornamentations alongside his buildings. His philosophy, less is more. But if you have your cameras out, in front of us you're finding the two most photographed buildings in the city of Chicago. This is Marina City, or known by their nicknames, the
the case. The Chicago River is green because this is a clay-based river and it mixes with the lake water and algae. When dyeing the river green on St. Patrick's Day, we use 40 pounds of vegetable dye. It turns the river a bright Kelly green. The color of the dye happens to be orange and it lasts for about 3 or 4 days. Red brick building to our right is the Reed Murdoch Center, completed by George Nimitz back in 1914. If you are looking at the building completely, it does look asymmetrical. This was not always the case. You see, they needed to knock out one of the west side bays here to make room for the expansion of the LaSalle Street Bridge. The world when it opened, today it's only second to what building? Pentagon. The Pentagon is correct, sir. You're good at using information. The building sits on 5 city blocks. It is 4.25 million square feet of space. Up into the year 1996, the building had its own zip code. It was originally used to consolidate 14 of Marshall Field's warehouses, now home to over 500 showrooms for accessory inventory and furniture wholesale. The building, it sold to the Kennedy family back in 1945 for about $13 million in back taxes. In the year 1998, the Kennedy family sold the building for $575 million. Church, bridge across the Chicago River in Tavern. It's also where we get our name, Chicago. The local, they were in a tavern and they Красиво raised the ticket. отражаются здания. What are we going to call this place? They came up with the name Chicago based off the words they heard the natives using. Chicago. They just did not know that it translated into wild smelly onions. Directly to when you're looking up, you can take a photo of yourself in the reflection of the building. That's pretty unique. Ага, да. Ladies and gentlemen, to give you an idea as to how Вот narrow наш- the base наш of this building is, кораблик it's about 40 feet Wow. wide. That's as wide as the boat that we are on here today. The building, it does get wider as it goes to the top, but there's also something very unique at the top of the building that we cannot see. It's something known as a mass damper system. Essentially a giant tank containing about 160,000 gallons of water to help with the swing of the building when it wants to be blown by the wind. Home to a Boeing store for all of your Boeing needs. It's a 36-story building built with a 13-story lower half. I want to draw your attention to these 5 vertical beams that are on the east side of this lower half here. They're what's keeping this east side structurally supported. After clearing the bridge, this will be one of the few times during the tour today when I'll ask for you to turn around. That's because you'll notice the south and west side corners, they're not being supported by any beams. They're being supported by the in my hand, basically holding it or suspending it in midair. Essentially, this is how those trusses are working, holding the south and west side corners in midair. 2 North Riverside Plazas to our right, completed by Halliburton Group back in 1927. One of the first buildings erected over the rail system. It was used as a concert venue and up into the year 1971, home to the Daily News printing press. He was thought to be the Einstein of engineering. You see the X-racings there, the only support for the building. They also allowed for it to have the massive windows. Was home to a stock trading facility, and stock traders were trading across the river using hand signals. Looking back at the building, you'll see that they have zero respect for history, because today it's now home to a fitness center right next to a donut shop. But if you have your cameras out and you look up, we're at the base of the tallest building in the world. We're completed back in 1974, formerly known as the Sears Tower, now known as the Willis Tower. Once again, standing at 1,454 feet tall, 442 meters, 110 stories. You can see poking out of the 103rd floor those 4 glass boxes. It's an observation deck. This one has the 3 tridents. It's 40 stories, and it also features what is known as a pocket park. Clearing the bridge, finding a pretty important piece of history to our right, and no, I am not talking about the Starbucks. I'm talking about the Red Brick Building. This is the Great Lakes Building completed by Halliburton Roach back in the year 1912. But on the other side of this Great Lakes Building in the year 1860, there is a temporary structure known as the Wigwam.
And in that wigwam in 1860, we held the Republican National Convention. And at the time, an unknown candidate was nominated for president. Abraham Lincoln was nominated for president in 1860. He won the nomination by 2 votes because the state of Ohio. Здесь тоже The есть train такие that's passing, that is our L открывающиеся train. мосты. Ellis Short for elevated train was first introduced back in 1892 to pass through our alleyways, was expanded to Columbian's Exposition. But this green glass building is 333 West Wacker Drive, completed by Cone, Pedersen, and Fox. And the building was voted the most beautiful building alongside the Chicago River. Notice how the building bends with the natural bend of the river. That's known as contextualism, when the building adapts to the natural side of topography that it is on. That glass is bent to about 365 feet. But if anyone here has ever seen the film Ferris Bueller's Day Off, and you remember the states, Pittsburgh may have more bridges than us, but they do not all open. Quality over quantity. There is one city in the world that does have more opening bridges than the city of Chicago. Can you name it? St. Petersburg. Amsterdam is correct. They have Incident 111 West Wacker Drive. Project was started by Tank and Associates. Was supposed to be a 90-story building. Did not happen due to the recession in the mid-2000s. Building set structurally unfinished alongside the river for about 5 years. Was finished in 2012 by a different architecture firm related Midwest. We're going to notice a beautiful stone and glass building designed by a Spanish architect, his name Ricardo Bofill. This is 77 West Wacker Drive, completed in the postmodern. Most iconic building here in the city of Chicago, directly in front of us, the Wrigley Building, completed back in 1924 by Grant Anderson Folkestone White. The building is clad in 6 white shades of glazed terracotta. There are over 250,000 pieces on this building. This was the first building erected north of Michigan Avenue. It's been illuminated since 1924. First building to have air conditioning. But you may have noticed a flag circulating around the city and on top of the bridge with the 3 white stripes, 2 blue stripes, and the 4 red stars. This is the city of Chicago's flag. 3 white stripes represent Chicago's north, south, and west side. 2 blue stripes, Chicago's river and Lake Michigan. 4 red stars, 4 important events in Chicago's history. Fort Dearborn, 1803. Great Chicago Fire of 1871. Columbian's Exposition of 1893. And the Century of Progress Fair of 1933. We've begun the docking process, so I just want to have everyone remain seated. We're also docking at a different dock, so if you want to make your way back up to Michigan Avenue, all you have to do is head up the stairs in between the Wrigley Building. You'll be right alongside Michigan. Вот они, знаменитые, ну, одни из чикагских зданий. А мы находимся в Millennium Park. Парк тысячелетия. Планировали открыть его в 2000 году, поэтому назвали Millennium. Но открыли в 2005, но все равно. А вот здесь, в парке, вот такая интересная девушка. А нас видно, нет? Да, и вас видно. Это я с интересной девушкой. А ты... Да. И в этой фасолине так здорово, красиво отражается все, что вокруг. Вот. Вот они. Чикагские контрасты. Крыши старые и новые. Вот то здание, я в том здании работала, когда я в AT&T работала. О, да, Не там вот это высокое, а вот то. вот то, Слева, да. вот то. Ага, понятно. Вот эти. А это фонтан в Millennium парке. Вот начал открываться этот створ. Мы сходим обратно в реку. Вот это все открывается уже.
I typically recommend Portillo's. Да, ну, опять наполнилась вода, опять мы входим в полный шлюз. Вот открывается, открывается, открывается. To give you an idea as to what this item is, essentially shaved beef over self-pounded bread. You get the sandwich dipped or not dipped. Dipped. Открывается With other шлюз. sweet peppers. Сейчас туда идем. Who's got the chocolate cake from Portillo's? Do we know how they get it so fluffy? Mayonnaise. That's correct. Mayonnaise. Едет, 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 и этот едет, едет, едет. Who's got the chocolate cake? Вот прошли шлюз, вошли опять в этот, в реку или в канал, whatever, как хотите называйте. Вот мы выходим. Опять вид на даунтаун Чикаго. Очередной. Не знаю, сколько я их тут наделал. Сколько есть, столько есть. Я уже не считаю, что будет. Вот какой-то мост, люди бегают по нему, ходят. Велосипеды вроде наверху какой-то автомобиль есть, но я не уверен. Вот мы под ним проходим. Вот мы идем под мостом. Вот мы идем под мостом. Вот мы выходим. Но мы двигаемся в том обратном направлении, откуда мы приехали. Здесь опять эти билдинги вблизи смотрятся очень монументально. Здесь жили люди, живут. Похоже, что это квартиры. Похоже, что люди здесь живут. В этих домах. Да. 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 Мы едем прямо на самое красивое здание. Трамп Тауэр. Так, ну пока хватит. Вот мы подплываем практически к тому же месту, где мы начали свой тур. Похоже, что тур вот там закончится. Или это дальше, я уже не помню. Не помню, где это было точно. Ну, в общем, мы заканчиваем. He replied, students should not be gazing outside the windows. They should be studying and learning. Это башня похоже, как здание такое в Варшаве есть. Очень похоже. А, вот он. Вот это вот Disabled Bridge. Мы от него начали свое путешествие. Да. Сейчас под ним будем плавать. Под этим мостом. Вот Мишиган Эвеню он называется сейчас. Вот у них Чикаго Water такси. Вот даже такси можно вызвать. Оказывается, о, как здорово. Да. Хорошо. Мы плывем вот плывем под очередным мостом. О, тут, кстати, люди яхты паркуют. О, как живут буржуазия. Вот тут такой корабль плывет.
Здесь каждая улица имеет свой мост. Вот Дирборн-стрит. Дирборн-стрит. Там дальше Кларк-стрит. Вот опять под очередным мостом проходим. Вот какие-то магазины. Тоже ничего. Кларк-стрит. Очередной мост. Вот впереди интересный мост. Интересный, видимо, старый, с такими башенками мост. Такие вот башни там с 4 сторон. И это называется Лассел-стрит. Этот мост. Вот мы под ним сейчас проплываем. Под этим мостом. Лассел. А вон там даже ремонт, или это строят новое, непонятно. Наверное, это новое строительство. Похоже. Вроде как бы, да. По-моему, новое здание строится. Уэлл-стрит, почти Уолл-стрит. Вот мы сейчас под ней плывем. Под этим мостом очередным. Ну, это красиво, интересно. Интересно. Заходим под очередной мост Франклин-стрит. Вот под ним проходим. И там очередное какое-то здание, тоже красивое. Это какая-то стеклянная арка. Очень тоже интересно смотрится. Будь здоров. Да. Туда плывем в том направлении сейчас. Вот это вот какой-то красный знак, но не знаю, что это. Вон едет Чикаго Сабвей. Или метро, или как хотите называйте. Как он гремит, трещится. По этому мосту прямо он едет. Directly to our right, we've got the building opened 4 years ago in 2017. Some other lead certified buildings, certified очередной мост. But you may have noticed that the next building, it looks like it's been built upside down. This is 151 Riverside, completed by Cash Department. They're now showing off what architectural development this way. It's built over active cooking practice. If you have your cameras out and you're looking up, you can Вот тоже здание на таких свайках, металлическое стекло и бетон. Вот мост очередной. Вашингтон-бульвар. Едем под Вашингтон-бульваром. Там что-то ремонтируют. Там что-то ремонтируют. To give you an idea of how these trusses are typically working, you can think about the way that I'm holding this cup of tea in my hand. Вот тоже какой-то опера. Опера Мэдисон-стрит. Очередной бридж. Сейчас мы и под ним проедем, я чувствую. Сколько же тут этих мостов, просто куча. Огромное количество мостов над этим каналом, над рекой. Чикаго-ривер, на самом деле, это да. Вот мы уже опять плывем обратно.
Тоже место, наверное, где мы были. Вот. Буржуазия плывет на собственных лодках. Вот, а мы плывем, наверное, я думаю, в то же место, откуда мы начали это все путешествие. Видимо, туда же он встанет и опять поедет со следующей экскурсией. Да, вот опять этот опера-бридж, Мэдисон. Плывем назад. Сейчас под мостом пройдем. Вот. Под мостом. Все, заканчиваем нашу экскурсию. Возвращаемся на то же место, где мы начинали. Да. Очень, конечно, все интересно. И 1,5 часа прошло как 1,5 минуты просто. Невозможно было глаз оторвать от всего этого. Очень, конечно, все красиво. И даже просто слово красиво не подходит. Fascinating есть такое слово на английском. Вот, наверное, это будет правильное слово. Вот так вот. Все, заканчиваем. Вот это камни со всяких разных мест. Вот Эдинбург Касл. Эдинбург — это здание газета «Чикаго Трибюн». Вон камень из Вестминстер Абби, Массачусетс, какой-то холл. Вот Тадж-Махала камень. Все. Вот это какой-то из Норвегии камень. Вот Аламо, Техас. И коммерческий парк Чикаго, Иллинойс, опять же. Продолжение того же дня, уже после поездки на пароходе, фото чикагской полицейской машины. Во многих городах у меня есть фото машины полиции. И Чикаго оказался не исключением. Вот они с Женей вместе в даунтауне, Плаза де Америка. Хорошо там написано. Вот какой-то, это я не помню, что за здание, нет. Вот это оно же красивое, тоже здание, далеко не новое. Далеко не новое. Это может быть та же опера билдинг, может быть, но я не уверен. Вот вид на... Это там такой парк с фонтанчиком, там красиво. Вот опять Аня с Женей на фоне цветочков в этом самом парке. Очень красивые фото. Миллениум парк. Вот как хорошо, когда надписи есть. Сразу ясно, где находишься. Вот мы в Миллениум парке. Очень даже. Это вот тоже мы в этом же парке, а там какое-то здание футуристическое, непонятное. Что это такое? Сейчас уже я не вспомню. Вот оно уже, это же здание. И вот. Вот очень интересный шар, металлически полированный, где все отражается. Вот стоят Аня с Женей, но он сам по себе вообще. Сама идея интересная просто этого шара. Вот Аня с Женей на фоне фонтанчика. Продолжение следует. Видео, можете махать. Вот. Это называется Crown Fountain, символ Чикаго. Вот это вот. О, ох ты! Ой, как он стал водой поливаться. Вау! Здорово! Там такое же лицо, из него вода потекла.
Это круто. А вон там тоже. О! Оттуда тоже текло, оказывается. Да, для детей раздолье, конечно. Вот Краун Фаунтон, тоже символ Чикаго. По металлической стене течет вода. Для детей, конечно, это раздолье. Их такие две башни, одна напротив другой. И вот там течет вода. Вот. И здесь течет вода. Вот так тут. Вторая половина этого же дня мы в музее Арт-института в Чикаго. Вот это окна Шагала в этом музее. Их 3. Вот это первое, вот второе окно Шагала. И вот это сейчас будет 3. Тут их надо смотреть долго и всматриваться. И вот тоже подарок Чикаго от Шагала. Он сделал такую стену мозаичную, где все его, я бы сказал, произведения там на этой стене. Просто надо всматриваться, но очень интересно смотрится. Очень интересно. Вот это все вот я кусками снимал, она длинная, ее полностью всю не снимешь, поэтому снято кусочками. Там будет дальше еще видео, где я просто обошел вокруг. Это вот, ну вот это вот Пабло Пикассо, это его тоже, наверное, подарок, не знаю, может, деньги брал. Вот такая скульптура в Чикаго стоит. Пикассо. Впечатляющая, интересная. Слов нет. Вот это остатки суки от праздника Суккот. Вот Аня с Женей стоят возле. По-моему, это тоже Пикассо, но я не уверен. Это вот здание тоже красивое очень. Тоже в даунтауне, где мы ходили. Ну, опять очередное фото полицейской машины. Как я уже говорил, я люблю такие фото делать. Вот это старый относительно здание. Там же, в Чикаго, в даунтауне. Но это Пикассо немножко с другого ракурса. Что-то я снимал, что-то Аня снимала. Тут идет все вперемешку, поэтому кажется, что повторяется, но не совсем, это не совсем так. Ну, оно того стоит. Вот очередное здание красивое, которое там же, в Чикаго. Вот мы идем по Miracle. По-моему, это называется Miracle Mile. А может быть, нет, точно не скажу. Вот подходим к этому самому. Тоже такая скульптура красивая. Ну и это тоже интересное здание, весьма хорошо смотрится. Это все как прогулка по даунтауну. После уже парохода, когда Майя с Ромой пошли к своим детям и внукам, а Женя нас продолжала водить по городу. Ей огромное спасибо, она с нами провела 2 дня просто с утра и до вечера. И она большой фанат Чикаго. Это сразу видно, как она рассказывает и показывает. Она такой же фанат Чикаго, как, например, Анечка фанат Лас-Вегаса. Вот пока все. Вот это тоже очень большая часть чикагской жизни. Селф-паркинг и метро над поверхностью. Вот, Millennium Park. Фонтан называется. Вот, hello.
Тут какая-то телега ехала, я ее даже не видел. Вот фонтан. Красиво. Вот Марк Григорьевич, значит, здесь такую фигню сделал. Лёва, ну что это? Mirror типа. Mirror. Это надо с той стороны будет. Подожди, а у нас односторонний или двусторонний, кстати, интересно? Там тоже что-то есть? Ну-ка я обойду сейчас. Вот. Вот продолжение. Вот это бок. И, значит, мы идем сюда. Вот мы идем сюда. И вот продолжение банкета. Вот она, вот она. Вот она. Тут вообще целая картинная галерея, вообще просто. Даже не знаю, как это назвать. Ух. Мы сейчас пойдем в метро. Вот вход. Вот машины, которые продают билеты. Вот мои спутники. Билеты есть. Ура! Мы едем. А куда мы едем? На какую линию? Оранж? Коричневую линию. Это наша. Вечер, солнце садится. А в даунтауне верхние этажи этих огромных небоскребов закрыты облаками. Ничего себе, какие они, оказывается, высокие, эти здания. До облаков достали. И даже выше. Mama, Babushka, there's something on you. Сейчас прогоним.